Амазония Green, мне просто очень понравился этот цвет. Ну, все-таки матовый ствол, мне кажется, что вот этот глянец, он немного... Возможно, будет бликовать. Возможно, будет бликовать. Новая модель у Benelli называется Rafael B Diamond. Я почему-то так и подумал, что мне понравится наиболее дорогое ружье. Всегда был рад вас видеть в нашем магазине, поэтому заезжайте. Если что, у нас еще и нарезные ружья есть. Dogblog. Всем добрый день, меня зовут Андрей Лобовкин, вы на канале Dogblog, и сегодня наш выпуск посвящен выбору самозарядного ружья для охоты на водоплавающую дичь. Покупать ружье я планирую в магазине «Кольчуга», который профессионально занимается продажей ружей, и я думаю, что мне сейчас дадут исчерпывающую консультацию перед покупкой, касающуюся особенностей тех или иных ружей, и я сделаю правильный выбор. Давайте посмотрим. Сегодня мы поговорим о выборе пятизарядного ружья. Пятизарядное ружье прежде всего нужно для тех, кто охотится на водоплавающую дичь. Я сам обладатель двухстволки, которая идеально подходит для охоты на кабана, лося и прочее. Так как все-таки два ствола и два курка для таких охот это приоритетно. Столкнулся с неудобством, когда стал охотиться на водоплавающую дичь. Неудобство состоит в том, что зачастую, особенно когда охотишься в сумерках, плохо видно, и стреляешь, и двух выстрелов не хватает, допустим, подранок падает, и подранок довольно живой, он начинает уходить, хотя посылаешь потом собаку, но бывают случаи, когда даже собака не доходит, потому что если резвый подранок, то он довольно резво и уходит куда-то, и может уплыть на большие расстояния. В связи с этим я решил рассмотреть вопрос приобретения пятизарядного ружья. Свой выбор я предварительно остановил на продукции фирмы Benelli. В качестве магазина, в котором собираюсь приобрести ружье, выбрал магазин «Кольчуга» по причине того, что это компания, наверное, которая одна из первых, либо вообще первой занялась продажей оружия в России, имеет огромный опыт, имеет квалифицированных продавцов, и я надеюсь, что сегодня мне представитель компании «Кольчуга» расскажет обо всех особенностях гладкоствольных ружей Benelli, и, соответственно, я остановлюсь на каком-то одном из них. Вячеслав, представитель компании «Кольчуга». Здравствуйте, Вячеслав. Ну и, наверное, тогда начнем. Вячеслав нам расскажет, в принципе, какие бывают ружья гладкоствольные, чем отличаются ружья Benelli от других марок, представленных в магазине «Кольчуга». Вот это, наверное, будет первый вопрос. Benelli — это итальянская фирма. Все это изготавливается в городе Урбино, на большом заводе. То есть очень современные станки. В первую очередь, чем хороша Benelli, то что идет система гашения и отдачи практически во всех моделях, что и в пластике, что и в дереве. Они интегрированы. Система гашения и отдачи поглощает порядка 40%, что более хорошо можно будет стрелять и как обычными 70-ми патронами, да, так и магнум. Далее в большинстве моделей сейчас используются карбоновые планки, тем самым у вас более легкий вес и более сбалансированное ружье, да, при вскидывании. Я не очень хорошо разбираюсь в ружьях, и просто Benelli у всех на слуху, как, условно говоря, машина, там, Mercedes ассоциируется с качеством. Вот где, в какой области находится ружье Benelli, касательно там других, если сравнивать с другими производителями, Беретта, Фабарм и другие производители? Если Benelli с Береттой, если сравнивать, грубо говоря, как, это тяжело сказать, приблизительно, грубо говоря, как Mercedes и BMW. То есть это примерно равноценные два бренда, да? Равноценные абсолютно два бренда, то есть у них очень долгая история, и каждый из этих брендов фокусируется на определенных системах перезарядки. Benelli сделал упор именно на систему перезарядки по методам инерции. Да? То есть чем хороши, да, плюсы инерционной системы перезаряжания, то что все пороховые газы у вас сгорают именно в канале ствола. Более резкий бой, да, и, соответственно, все пороховые газы, они сгорают, и, соответственно, скорость полета увеличивается. В Берете же, соответственно, там газоотводная система, доля пороховых газов у вас идет на перезарядку, тем самым получается где-то порядка
порядка 20% у вас сгорает на перезарядке, и, можно сказать, мощность уменьшается. Да? Но тем самым у вас получается перезарядка отдача не более такая резкая, как в Benelli. Но в Benelli эти компенсируют за счет системы Comfort-Edge, либо Comfort-Edge Plus, которая интегрирована в дереве. То есть это система, позволяющая гасить как раз отдачу, да? Совершенно верно. Плюс еще очень хорошие затыльники мягкие, они во всех моделях Benelli, они сменные. Они бывают 3 типов, в зависимости тоже от длины рук. От длины руки есть более длинные, да? Маленькие, средние. Вот здесь, соответственно, по стандарту они идут средние. Можно, соответственно, и побольше. Плюс еще есть такой вариант, что вот этот гребень, да, он тоже сменный. А гребень для чего этот? Гребень, смотрите, иногда кому-то низко, это уже просто анатомические особенности человека, да. Кому-то нужно повыше. Иногда бывает такое, что в Benelli, допустим, вот как рассмотрим Bidiamond, да, у нее ствольная крышка верхняя, она съемная. Да, далее при покупке можно будет отдельно приобрести стальную ствольную коробку, крышку, в которой будут отверстия под планку Пикатини, на которую можно будет установить какой-нибудь коллиматор. Прицел какой-нибудь, да, ночного видения? Это, я думаю, вряд ли на гладкоствольное оружие, это больше нарезное, да. Какой-нибудь коллиматор, даже, ладно, да, некоторые умудряются дневный какой-то прицел. Соответственно, уровень вектора у вас выше, так как крепление, соответственно, это пару сантиметров уже вверх поднимается. И чтобы не городить, допустим, какие-то накладки, просто гребень меняется чуть повыше, да, отдельно закупается, потому что он здесь сменный. Да. И можно, соответственно, более комфортно стрелять, не тянуться, имеется в виду к прицельному приспособлению. Очень удобно, да. А что касается затыльника, наверное, это удобно, когда хочется зимой, теплая одежда, она, опять же, да, есть вылет другой уже, чтобы доставать до курка, да? Он может быть чуть меньше, а летом, наоборот, чуть больше. Чуть-чуть больше, да. Хорошо. Но, в принципе, для меня основными критериями при выборе ружья является надежность, является красота самого ружья, и качество сборки. Здесь, я так понимаю, я, опять же, останавливаю предварительно свой выбор на Benelli, потому что я понимаю, что компания с вековой историей, компания следит за, наверняка там много людей в компании занимаются какими-то разработками, да, чтобы все новые тенденции какие-то, все применяется. Новый год, это все дорабатывается и делается что-то. Да, то есть я, насколько понимаю, что я заплачу не просто за шильдик, за клеймо Benelli, а за этим клеймом стоит много-много-много людей, которые разрабатывают, трудятся, работают, чтобы мы получали и видели и охотились с такими замечательными, красивыми продуктами. Как, в принципе, вы правильно все сказали. В первую очередь это получается качество, соответственно, простота в использовании. И немаловажный фактор — это, конечно, инновационные такие технологии, система гашения отдачи, карбоновая планка, плюс еще в данных моделях, начиная с 2013, то, что мы с вами смотрели, это улучшенный затвор, то есть при мягком наводе, в любом случае, как бы в инерционках это по системе калаша, то есть тут затвор не надо доводить, то есть сразу нажали на кнопку, да, и начали вести огонь. Но если кому-то это нужно, то при мягком доводе у вас личина все равно проворачивается до конца. Кстати, это может быть важно, допустим, на охоте часто же не хочется шуметь. Да. Совершенно верно, чтобы не спугнуть какую-то или иную дичь, да, всяким посторонним звуком, то здесь вот можно перезарядить, воткнуть в ствол сразу нормальный патрон, который нужен, и тихонечко закрыть. Да. Тем самым не привлекать к себе внимания. Какого-то громкого шума. Да. Значит, это есть у нас только в ружье Bidiamond или это есть... Это начиная с серии Рафаэлло 2013. Рафаэлло 2013. Так как это на базе сделано Рафаэлло 2013, так только в пластике получается, да, поэтому называется Рафаэлло Bidiamond. Хорошо, с этим ружьем тоже все понятно. Значит, это у нас какое ружье? Это у нас получается уже спортивная серия Рафаэлло Суперспорт. Это больше такой именно спортивный вариант, еще раз повторю. Не для охоты. Не для охоты. Почему? Потому что ствол здесь портированный. То есть помимо того, что здесь идут выносные чеки, чтобы можно было быстро его поменять, здесь идут, получается, вот такие отверстия в стволе, да, если на камеру сейчас будет видно. То есть для чего это делается? То есть при выстреле у вас меньше идет подброс ствола. Только чисто
из этой аналогии, потому что настрел нужно там какой-нибудь большой делать сразу, да, по тем же самым тарелочкам. И чтобы у вас более точная стрельба была, соответственно, ствол меньше подбрасывается. Также здесь можно видеть характерную особенность, то, что вот здесь есть гайка на гайку установлено отверстие под антапку. Да. В данном случае здесь она... Ее нет, потому что она не нужна, да, ремень не нужен на спорте. Абсолютно верно, да. Соответственно, по весу она примерно такая же идет, такая же сменная ствольная коробка. Ну, просто на базе Рафаэла это все сделано. Та же самая система гашения отдачи. Пластик не такой черный, он покрыт, получается, карбоновой пленкой. Такой, красивый более красивый эстетический вид уже модель приобретает. Потому что для охоты, да, если вот некоторые зададутся вопросом, почему? Ну, потому что все-таки охота, особенно в наших, да, лесах, это, можно сказать, приравнивается такой к экстрим, какая-нибудь грязь, соответственно, какая-нибудь влага, грязь, тот же снег, да, допустим, попадет, ну, и, соответственно, могут привести к каким-то плачевным ситуациям. Ну, понятно, чисто спортивное ружье. Да, либо ствол падает, либо его может разорвать. Также из спортивных ружей у Бенелли есть серия 820U, да, именно недавно она вышла специально заточена именно по спортинговую стрельбу. Да? Чем характерна данная модель? То, что это первая вертикалка у Бенелли. До этого они специализировались только на полуавтоматических ружьях. То есть это двухстволка? Да, совершенно верно. Также сразу бросается в глаза отличительная особенность данной модели, то, что здесь можно менять погиб приклада. Во всех остальных вертикальных гладкоствольных ружей этого нельзя сделать. Максимум, что какой-нибудь регулируемая щека у вас идет. Здесь же погиб приклада можно полностью настроить под себя. У вас в комплекте будут эти проставки, их порядка, там, грубо говоря, 10 штук. И это положение можно варьировать где-то порядка 40-50 положений. Вверх, вниз, слева, право. Далее, соответственно, у вас идет карбоновая планка, также, да, более баланс включает в себя данное оружие. Идут балансиры, которые устанавливаются в приклад. В принципе, вот здесь у нас идет тоже. Можно заметить, что они здесь не идут, они устанавливаются только в приклад. Уже снимать не могут. Также это получается у вас сменные быстрые чоки выносные на 2 сантиметра, потому что в спорте, чтобы не доставать никакой ключ, чтобы можно было руками все это быстро поменять. И далее здесь идет стальная ствольная коробка, то есть по весу она достаточно такая массивная, тяжелая, так как все-таки настрел будет делаться большой, и даже исключает использование каких-то алюминиевых сплавов. Это абсолютная сталь. Вот можете посмотреть в плюсах, как он данное ружье. Ну, я бы не сказал, что она очень тяжелая. Ну, потому что просто хочу еще тоже отметить, есть охотничье ружье в таком же исполнении, тоже 828 с разной длиной стволов, но там уже будет использоваться алюминиевая ствольная коробка, и вес у нее прям очень хороший, особенно на ходовую, да, порядка 2800 килограммов, то есть оно практически невесомое. Да. Симпатичное ружье, но оно больше для спорта, а мы сейчас для охоты, поэтому... Да. Так, сейчас мы начинаем рассматривать серию Винчи Камо Макс 5. Да. Значит, это ружье чем у нас? Отличительная особенность? Отличительная, получается, характерность данного оружия, то, что сразу в комплекте идет у вас 9-местный магазин, то есть позволяет вести достаточно долгий огонь. Также идет здесь муфта, чтобы у вас магазин не вибрировал при выстреле. Ну и то, что это вот, в первую очередь камуфляж, в некоторой степени это как дополнительная защита ствола, потому что в идеале он выглядит там, это черный пластик и, соответственно, черный вороненый ствол, покрытый воронением. А здесь получается 9 патронов плюс один Да, здесь совершенно патрон. верно. То есть 10 Длина ствола получается 710. 710. Да, 710. При этом оно, кстати, довольно легкое ружье. Это не... Это оно такое еще не без патронов. Там ну да, 10 патронов, согласен. Изначальный вес получается там плюс-минус в зависимости от длины ствола 300 килограмма. Соответственно, уже при снаряжении патронов там примерно где-то 300-400. Вот так. Также здесь получается более высокая
высокая планка, нежели чем в черном варианте. Ну, она примерно схожа, как с Amazonia Green серии, которую мы смотрели с вами. Мгм. Это, кстати, удобная штука, что не только здесь мушка в конце находится, Это, но это и промежуточная посередине, отзывала. да. Очень, да, удобно. Основное правило, конечно, не смотреть на мушку, а смотреть на дичь, Да. но при этом их видно хорошо. И Самое эту, и главное, эту. чтобы и планка тоже Да. не мешала. Так, хорошо. Значит, это у нас получается 9-зарядка. Ну, 10 Да, даже. называется у нас, винчик Max 5. Ну, они примерно все одинаковые. Ну, еще раз, как повторюсь, различаются только именно комплектацией. да? Так, хорошо. Значит, еще мы рассмотрим ружье SBE, насколько я понимаю, оно называется, да? Супер Black Eagle, вторая версия, которая идет. Насколько я понимаю, здесь 89-й патронник. Да, совершенно верно. Чем это хорошо и чем это плохо? Ну, смотрите, 89-й патронник, он по факту рассчитан на американский рынок. То есть он заточен именно под стальную дробь. Соответственно, то есть там больше заряд и используется стальная дробь. То есть для европейского рынка, да, для Европы, для России это не особо актуальный. А у нас стальная дробь вообще не используется? Ну, если используется, то очень крайне редко. То есть некоторые люди даже 76-м патронником особо не пользуются. Это в основном такие ярые гусятники, да, особенно любители где-то на северных точках поохотиться. Поэтому по факту это в принципе та же Benelli M2, за исключением там некоторых особенностей. То есть это получается 89-го патронника, да, и то, что получается у вас ствол един вместе со ствольной коробкой, получается как на Benelli Winch. И, соответственно, используется криогенная обработка стволов в данной версии. А в обычной М2 не используется? Нет, в обычной М2 это обычные кованые стволы. Ну и также, я насколько понимаю, это есть и в дереве ружье. Да, и соответственно, наверняка- третья серия, да, она особо сильно тоже не отличается от второй, она будет в камуфляже, в Camo Max 5. Здесь более такой изящный, дорогой вариант, потому что есть гравировка, орех более высокого класса, нежели чем в стандартных исполнениях. Ну и, соответственно, такая высокая планка, тоже есть промежуточная мушка, сама мушка оптоволоконная. Единственное то, что вот идет она без антабок. Хорошо, тогда давайте посмотрим, как эти ружья собираются, разбираются. Я Да, никогда конечно. их не разбирал, не собирал. Сейчас мы посмотрим, как разбирается, соответственно, ну, если... А эти, значит, похожи SBE? Примерно похоже, да. То есть, получается, вы откручиваете сейчас гайку, у вас снимается цевьё вместе со стволом. Так и должна она Да, быть, да. трещотка? Вот специально вы уже смотрите по затягу, да. Откручиваем гайку, дальше цевьё снимаем, да? Вот получается, да, у вас идет цевьё. Сейчас сам попробую. Пожалуйста. Ага, сейчас. Так, цевьё вместе... Сейчас чуть назад, чтобы снять хвостовик. Сейчас можно. То есть одному это, наверное, очень удобно. Да нет, удобно, Нормально? в принципе, вот он получается. Так, и Ну вот примерно такая же плана получается система. это как- у нас все уже полностью разобранное оружие, Да, получается, да? То есть получается, вот у вас свободный, можно вытащить затвор, да, и, соответственно, дальше его как-то разобрать и почистить. А за то, что вытащить, что нужно сделать? А, просто... Дальше он получается как по системе Бидаймана или. Понятно. Ну и собираем в той же последовательности. Да, абсолютно в той же последовательности получается. Единственное, смотрите, вы когда будете устанавливать, соответственно, сюда сначала загоняете цевьё, да, оно по сути идет как же в Benelli M2. Мы сейчас посмотрим все это. Соответственно, цевьё в трубку. Да, она все верно. Правильно, да? Да. До конца? Да, до конца, чтобы у вас полностью цевьё село, чтобы не было никаких зазоров. И гайку закрыть. И, соответственно, закручиваете гайку, да. Так. Хорошо.
Хорошо, с этим все понятно. М2 у нас то же самое, что СБЕ по сборке, да? Да, Или чем-то правильно. отличается? Отличается тем, то, что когда мы, смотрите, разбирали, у вас ствол был вместе со ствольной крышкой. Вот Ну этой, давайте да, разберу соответственно, М2 да. тоже. А там у вас ствольная коробка, это как единое целое, и ствол идет отдельно. Также мы откручиваем гайку. Также у вас при снятии ствола оно идет вместе с цевьем. Так, дальше снимем. Да. Все легко снимается. Здесь небольшое усилие, но потом со временем разрабатывается. Так. Вот здесь ствольная коробка, это как единое целое, как в большинстве полуавтоматических оружий. То есть там здесь получается более такая удобный разбор в плане чистки. То есть сразу у вас УСМ перед глазами, ну не УСМ, а затвор. И можно его будет разобрать, почистить. Если мы хотим вытащить механизм, Да, если, соответственно, уже вытащить сам затвор, Ага. то небольшой проворот личины, да, и, соответственно, у вас вытаскивается при определенном усилии сама лапка затвора. Далее у вас затвор уже вытаскивается вместе с хвостовиком. И, соответственно, чтобы его обратно установить, то есть хвостовиком попадаете в пятку, ну, как мы до этого Давайте с вами я смотрели. попробую сам. Попробуйте, пожалуйста. Ну, сможете непосредственно сначала наживить, так сказать, да. Мы сейчас установим лапку затвора. так, да? Да, сейчас смотрите, получается, устанавливаете лапку. Ее в каком положении? Вот, А вот, положение одно. соответственно, вы видите, Так. вот она закрывается. Да. И, соответственно, иногда то, что хвостовик не попадает в пятку, вот видите, у вас затвор не входит. Чуть отодвиньте его и поиграйте хвостовиком. А сейчас Вот, вот он попал, да? Он попал, да, соответственно, у вас будет уже затвор полностью в работоспособном положении. Да, особо сильно так нет. Смотрите, чуть-чуть туда его. Вот, все. Понятно. То есть, если нам надо попасть там, Да. вот. Вот, да. Соответственно, у него уже работает полный ход. Потому что там, И получается, теперь как нам закрепить что-то здесь? все, он полностью уже закрепляется. То есть я его... Да, вы уже так не снимете. Хорошо. В обратной последовательности. В обратной последовательности, мы его собираем. смотрите, Сначала берете ствол, соответственно, загоняете в пазы цевье, да, и уже устанавливаете ствольную коробку. Все совмещено. это у нас... Ну, здесь немножко туговато идет, поэтому слишком сильно, да, рывок никакой не делайте, более аккуратно. Да, дальше вот он у вас устанавливается. Все полностью. Все, он полностью у вас сейчас сел, и, соответственно, закручиваете гайку. Гайку. Да. Здесь, в принципе, можно достаточно плотно ее закрутить. Все-таки это пластик, это не живой материал, не дерево. Так, с этими двумя оружиями понятно. Теперь Винчи. Винчи система, оружие Амазония Green. Красивая. Длина ствола здесь 710. Соответственно, чтобы ее разобрать, да, в принципе, вы уже правильно все ее взяли, да, можете ее поставить. Соответственно, здесь у вас будет кнопка. Вы на кнопку нажимаете и проворачиваете гайку. Так, вот кнопка. Да, проворачиваете гайку на 1/3. Нажимаю и на 1/3. Все. Да. Соответственно, у вас здесь получается высвечивается такой белый индикатор. Да. И, соответственно, цевье у вас сразу практически снимается. Полностью снят. Да. Соответственно, далее, чтобы снять приклад со ствольной коробки. Против часовой, да? Да, совершенно верно. Все. Ну да, это ружье намного проще разбирается. И если Такая нам... трехмодульная система, да. Соответственно, также можно увеличить непосредственно магазин. То есть изначально магазин идет на 3 патрона, но он легко достаточно вытаскивается. Также нажимается вот эта кнопка, где у вас проворот гайки цевья. Вот, полностью вынимается, и, соответственно, можно поставить магазин на 5, на 7 и на 9 патронов. 9 — это самый максимальный. Соответственно, дальше при дальнейшей разборке можно непосредственно снять затвор, вытащить его, да, из ствольной коробки. Также мы снимаем, да? Нет. Здесь система немножко другая. То есть вы его переворачиваете задней частью. У вас будет прям видна, да, стрелка вниз.
Да, стрелка вниз, здесь есть стрелка вниз. Соответственно, пальцем поджимаете ее вниз, Ага. да, она чуть отъедет у вас назад. Почувствовали, да? Вот, все, совершенно верно. Дальше изнутри можно, да, большим пальцем помогать, выдавливая ее. Соответственно, все, у вас полноценно выходит затвор практически. Соответственно, в заднем крайнем положении, именно в заднем крайнем положении, можно будет снять лапку затвора. Так, снимаем лапку затвора. Да, она достаточно просто здесь вынимается, и сам затвор у вас уже выезжает полноценно. Далее можно уже будет прочистить сам ствол вместе со ствольной коробкой. Так, ну и, соответственно, можно... Все в обратном положении, да. Здесь у вас будут такие шасси, вы, в принципе, не промахнетесь, да. Опять же, в заднем крайнем положении вы устанавливаете лапку затвора. Так, она у нас ставится... Вот именно верно, как вы сейчас просто устанавливаете ее, да. Вот небольшая защелка будет, все. Закрываем. Закрываете, да. Смотрите, здесь еще есть определенная особенность. Вы когда поджимаете вот эту заднюю часть, желательно убедитесь, чтобы личина полностью провернулась, то есть он полностью закрыт. То есть это помогает, вот, в принципе, примерно вот. А как это должно быть? Как она должна полностью провернуться? Провернуться, вот, смотрите, вот сейчас она не зафиксирована личина, то есть она должна встать в ствол, можно сказать, вот примерно в таком плане. И дальше, соответственно, уже утапливаете. Утапливаем, да? Да. Чуть вниз и утапливаете ее туда. Вот все, она садится, да. И, соответственно, дальше мы устанавливаем приклад. Приклад устанавливается, здесь есть такая елочка. Да, елочки есть. И, соответственно, белый Есть метка. метка, да. Да? Ну вот смотрите, вот получается. Метка, вот эта метка. Нет, мы сейчас поворачиваем, да? Вот, где у вас получается идет вот такие шасси, куда можно будет планку Пикатини установить. Вы совмещаете с белым индикатором. А сюда тоже можно установить планку? Да. Здесь она предусмотрена, то есть это у вас специальные заглушки, на которые можно будет посадить. Так, белую метку совмещаю с планкой и По часовой стрелке По часовой вы проворачиваете стрелке, до да, тех пор, пока вот эта елочка не совместится совпадут. с этой планкой. все Да. совместилось. Да. Далее вы опять же убеждаетесь, что здесь у вас цевьё открыт, именно в белом индикаторе. Белый индикатор. И Нет, вот можно вот так поставить, понятно. чтобы было удобно, да. Потому что в обычных классических ружьях, Да, это, одевается, а соответственно, здесь- тем путем и одевается. так, здесь вот еще белая меточка. Белая метка есть, значит, до конца защелкиваю и вниз. И вниз опускаете цевьё, да, совершенно верно. И проворачиваете саму гайку. Вот, спокойно проворачиваете. Все, ружье готово. Так, хорошо. И еще один вариант — это серия ружей Рафаэлло, насколько я понимаю, да? Да, на базе Рафаэлло, то есть это обновленная версия, Бидаймонд называется. Чем она хороша? То, что криогенная обработка стволов здесь присутствует, это закалка на низких температурах, то есть более равномерное давление получается по контуру ствола при выстреле, да, нежели чем в кованых стволах, которые используются, например, как в Винче, да, и в М2. Соответственно, установлена карбоновая планка с промежуточной мушкой и основной оптоволоконной. Ну, самая главная фишка данного ружья, да, помимо того, что и система гашения отдачи здесь присутствует, также есть небольшое оконце, что можно было увидеть, сколько патронов снаряжено в магазине. Это само покрытие BEST, более устойчиво непосредственно к каким-то физическим воздействиям, влагостойкое, не подвергается коррозии. То есть очень актуально как раз-таки для охоты на водоплавающую. На водоплавающую, да, потому что на болоте, да, ружье там собака туда-сюда из лодки, брызги. Совершенно верно. Соответственно, данное ружье бывает с разной длиной ствола. Сейчас в данном исполнении это 760 длина ствола, но есть еще 710. А
на 710-ю длину ствола есть какие-нибудь Да, дополнительные? соответственно, у серии Бинелли есть выносные чоки, есть 2 сантиметра и 5 сантиметров с выносом. Это они уже докупаются отдельно. Значит, Но эти чоки, они будут такого же цвета? да, соответственно, конечно же, они примерно такого же цвета. И тогда уже в этот 5-сантиметровый удлинитель будет вставляться... Нет, они уже, смотрите, то есть у вас получается, как изначально мы отдельно с вами смотрели обычные чоки, да? Да. А только он получается уже с сужением, с выносом идет. Понятно, Да, то есть, не внутри, Да, то есть внешне. тот чок, который у вас идет в комплекте, уже туда вкручивать не нужно. И тогда мы берем 71-е ружье, если есть желание. Если его есть желание, удлинить, пожалуйста, это берем, можно. допустим, 0,5, если нам стреляем 0,5, да, Да. с сужением 0,5. Берем удлинитель такой, они сразу есть с сужением, да? Да, совершенно верно. Есть цилиндр с напором 0,5, 0,75 и полный чок. Устанавливаем, и у нас Да. ружье становится 76-й. Я, если что, могу принести, просто посмотреть, как это вообще все будет. Да, конечно, хорошо. Так, разбираем. Соответственно, это ружье. разборка тоже здесь достаточно простая, классическая, как у всех полуавтоматических ружей. Вы откручиваете гайку, снимаете цевьё, и далее у вас получается ствол. Ну да, в принципе, в таком плане. Здесь получается ствольная крышка, она отдельно идет. Это также сделано для удобства, для чистки. И, соответственно, отдельно продаются ствольные стальные коробки, которые идут уже соответственно под планку Пикатини. То есть можно будет адаптировать какой-то коллиматор. Все, мы можем чистить ствол. Да, соответственно, очень просто можно снять ствол, почистить. Также у вас сразу СМ, ну, точнее затвор, чтобы можно было его снять и уже почистить. А какая хитрость у нас с этими затворами? Можно я сам попробую его снять? Ну, и, соответственно, здесь проще, чтобы было его снять, его просто нужно ввести и все. Вот он спокойно снимается. Соответственно, чтобы если собрать оружие, да, абсолютно тоже все легко и просто. Вы хвостовиком попадаете в стакан, в пятку. То есть нет, сначала вот здесь в шасси вы попадаете, да. Соответственно, видно у вас там стакан, вот этот, пятка, в который вы хвостовик устанавливаете, чтобы у вас был полноценный ход затвора. Далее вы устанавливаете, да, это он уже заведен, соответственно. Далее вы устанавливаете крышку ствольной коробки. Да, задняя часть у вас попадает, соответственно, в пазы. Здесь она садится. Устанавливаете ствол. Нет. Вот эта часть сюда, а вот эта часть, она фиксируется на штоке. Нет, опять не так. Вот, чтобы вам проще было, вот вы ставите ее. И, соответственно, вот эта часть у вас сюда. Все, понял. Да. Но перед этим чуть повыше возьмите, чтобы, у вас, чтобы он сюда попал, да. Хвостовик этот попал туда. Выше берите. Так, сейчас Да. я понял. Ставим сюда. Да, совершенно верно. Это сюда. Да. И одеваете уже цевьё и закручиваете гайку. Так, закручиваю гайку. Все, ружье собрано. Ну, мне кажется, вот эта система наиболее удобной из тех, которые мы Более смотрели. удобная, более простая. Да, и ружье имеет новые технологии, карбоновая планка. Очень удобно, я считаю, вот эта вот шкала, которая показывает, Сколько патронов Сколько снаряжено в патронов магазине, осталось, да, вот да. это окошко. Ружье достаточно прикладистое, то есть длинное цевье, оно узкое, в принципе, в большинстве людям оно подходит. Плюс очень хороший баланс за счет облегченный вес, за счет карбоновой планки. То есть вес тут порядка получается в районе 2800. Это опять же не в снаряженном магазине.
2800. Да. Это очень мало. Это очень хорошо для ходовой охоты. Ходовой охоты, конечно. Да, это просто отлично. А по стоимости этих ружей какие дешевле, какие дороже? Ну, смотрите, по цене из такого плана получается М2 она будет подешевле. Это порядка получается 160-170 тысяч рублей. Да? Соответственно, далее идет у нас уже Винчи. Модельный ряд начинается от суммы 180 тысяч рублей. И самая дорогая будет Benelli B-Diamond. Там уже 220-230 тысяч, если не ошибаюсь. Я почему-то так и подумал, что мне понравится наиболее дорогое ружье. Но оно, правда, очень красивое. Друзья, напишите в комментариях, какое ружье вам больше всего понравилось. Если пользуетесь уже такими ружьями, напишите плюсы, минусы и так далее от того ружья, которое у вас есть. Мне наиболее подходящим показалось ружье B-Diamond. И с учетом новых технологий, это еще раз ствол дополнительно покрытый, карбоновая планка облегченная, что сказывается на весе, плюс это окошко и плюс удобство разборки-сборки, я для себя определился и выбираю это ружье. Для меня оно подходит больше всего. Пишите в комментариях, у кого есть какие ружья, и удобно, неудобно, и, может быть, какие-то даже рекомендации, что-то Benelli может усовершенствовать в последующем на Да, механизмах. конечно, тем более Benelli очень лояльно относится к своим покупателям и прислушивается, конечно же, к мнению охотников. Спасибо огромное, Вячеслав, за подробнейшую консультацию. Я думаю, что мне в первую очередь и также нашим зрителям это будет очень полезно. Всегда хорошо, когда продается в магазине не просто с точки зрения артикула и цены, Купи-продай, да, смотрит, а все-таки есть какое-то сопровождение техническое, и потребитель, приобретая какую-то вещь, понимает ее особенности. Что он приобретает. Что он берет, да. Поэтому огромное спасибо. Да, не за что. вам. Всегда будем рады вас видеть в нашем магазине, поэтому заезжайте. Если что, у нас еще и нарезные ружья есть, поэтому можно тоже будет что-то принять. Еще, кстати, вспомнил по поводу патрон. Вроде я слышал информацию, что сейчас завезли к вам клевер патроны. Да, есть такие патроны клевер, это итальянского бренда. Вот буквально 2 минуты тогда еще по поводу патрон. Чем клевер, объясните мне, пожалуйста, чем клевер отличается, скажем, от нашего глав-патрона какого-нибудь? В первую очередь это качество. То есть более качественные пороха, более качественные гильзы используются, да. Соответственно, по навеске у них немножко нестандартная навеска. То есть если в обычных, допустим, патронах, да, 70-х мы рассматриваем гильзу, то есть там навеска 32-33 грамма, то у клевера, именно охотничьи патроны, сразу идут с навеской 36 грамм. То это получается такой, как полумагний. А клевер 32 не бывает? 32 грамма у них нету. Навеска у них там получается либо 34, либо 36. 34 он используется именно в таких патронах, как дисперсант. Это быстро раскрываемый контейнер. То есть он там не полноценный, а наполовину. То есть если где-то работает на коротке, соответственно. Потому что без контейнерных патронов, вот у них получается новинки, это идет серия Field, есть как 5, 7. Вот они, да, они получаются как без контейнерного. 32. Да, 32 грамма. Ну, соответственно, есть также спортинговые патроны, чтобы можно было пострелять на стенде. Это навеска 24 и 28 грамм, соответственно. А теперь о приятном, друзья. Компания Кольчуга сможет предоставить скидку 5% для подписчиков канала DocBlog. Данная акция будет участвовать именно для тех товаров, которые будут приобретаться в интернет-магазине, за исключением акционных каких-то товаров. На них скидка уже не будет распространяться. Но чтобы поучаствовать в данной акции, нам уже расскажет Андрей, что для этого нужно будет сделать. Да, на самом деле ничего сложного. Надо быть подписанным на канал DocBlog, на нашу страничку ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал DocBlog, подписывайтесь на социальные сети, ставьте лайки, обязательно поставьте функцию колокольчика, чтобы не пропустить следующий выпуск на канале DocBlog. А следующий выпуск не заставит себя ждать, и он будет интересно. В следующем выпуске мы в условиях практической охоты реальной рассмотрим ружье B-Diamond, постреляем из него, посмотрим, как оно себя ведет.
Всем до скорой встречи. Да. Вячеслав, вам спасибо Всего доброго, огромное дорогие. за Это помощь, вам за на консультацию. самом деле Вы помогли спасибо, мне, Андрей, поэтому... сделать правильный выбор. Я надеюсь, ружье меня Данное будет ружье радовать. будет в любом случае Долгие вас радовать, годы. поэтому это самый наилучший выбор касательно линейки серии Бинелли. Ну где ты, утка? Ладно.